Шановні друзі рибалки, всіх вітаю на нашему канале. В этом видео я хочу показать еще один очень хороший проверенный рецепт рыболовной насадки, которая никогда не оставит вас без улова. И эта насадка отлично ловит такую рыбу, как карп, лещ, крупный карась, плотва, густера и много других рыб из семейства карповых. Также главной особенностью данной насадки это то, что эта насадка очень хорошо себя зарекомендовала в холодное время года, то есть по холодной воде. Сейчас как раз ноябрь и скоро зима, вода уже достаточно холодная. И для тех, кто еще не успел закрыть сезон по мирной рыбе, я думаю, это видео как раз будет сейчас актуально. Значит, эта насадка готовится максимально просто из максимально доступных дешевых ингредиентов. Поэтому не будем затягивать, приступаем к приготовлению. Значит, для приготовления этой насадки нам понадобятся следующие ингредиенты. Начнем по порядку. Я считаю, что одним из основных ингредиентов в этой насадке это вот такие вот обычные сладкие кукурузные палочки. Ни для кого не секрет, что рыба очень неравнодушна к кукурузным палочкам, потому как рыба, особенно из семейства карповых, является, скажем так, сладкоежкой, а кукурузные палочки изготовлены из большого количества различных сладких вкусных компонентов, и в аромате там преобладает ваниль. Это как раз то, что любит мирная рыба. Также мы будем использовать манку, обычную пшеничную муку, но мука у нас будет больше как вспомогательный компонент, потом покажу, как мы будем ее использовать. Также нам надо будет одно яйцо и 1 или 2 зубчика чеснока. Ну и в самом конце мы будем добавлять острый перец, поскольку мы насадку прежде всего будем готовить для ловли в холодной воде. Ну и еще нам понадобится теплая вода, не кипяток, а просто теплая вода, подогретая. Вначале высыпаем в нашу емкость кукурузные палочки. Здесь у нас на пачке написано 60 грамм. В принципе, если бы я ехал на рыбалку, я бы использовал всю пачку, но поскольку я в ближайшее время на рыбалку ехать не собираюсь, сезон, в принципе, по фидеру уже закрыл, поэтому чисто для демонстрации использую, ну, где-то вот такое количество, пол пачки получается, остальное съем. Это где-то грамм 30 примерно. Теперь наливаем сюда воду. Воду наливаем постепенно и размешиваем. Много воды не надо. Наша задача, чтобы вода просто превратила наши палочки в такую, скажем, кашицу. Спешить здесь не надо. Лучше постепенно, но с водой переборщить будет очень плохо. Вот так вот ложкой их мнем. И по необходимости добавляем воды. Вода используется именно теплая, потому как в теплой воде эти палочки растворяются гораздо лучше и быстрее, чем в холодной. Все. Абсолютная кашица. Теперь в эту кашицу мы вбиваем одно яйцо. Яйцо нам необходимо для того, чтобы укрепить нашу насадку. И таким образом она будет лучше держаться на крючке. Перемешиваем кукурузные палочки с яйцом. Пока так не сильно предварительно перемешали. Теперь нам необходимо сюда добавить чеснок. Значит, в идеале, конечно, это когда есть чеснокодавилка, но, к сожалению, я на съемку сюда забыл ее с собой взять. Будем использовать нож. Значит, чеснока можно использовать как 1, так и 2 зубчика. Опять же, все зависит от того, какое количество насадки мы хотим приготовить. В данном случае
у нас немного получается, поэтому я думаю, одного зубчика хватит. Ну и также следует понимать, на какую рыбу преимущественно мы идем с этой насадкой. Если мы понимаем, что мы 100% идем на карася, чеснока можно смело добавлять побольше. Известно, что карась очень любит этот аромат. Кстати, также можно использовать чеснок сухой в гранулах, но в принципе мне больше нравится обычный чеснок. Как-то больше к нему доверия, чем к сухому. Но в принципе можно и сухой. И перемешиваем. Значит так, ну сейчас я показываю рецепт, который в первую очередь нацелен на холодную воду. Поэтому сейчас я буду красный острый перец добавлять непосредственно прямо вот сюда, пока еще наша насадка в жидком состоянии. Но если вдруг мы хотим проэкспериментировать, мы, например, ловим в теплое время года и не уверены, что острый перец будет работать, мы можем сейчас не добавлять острый перец, сделать насадку, и когда она уже будет полностью готовая, разделить ее там на 2-3 кусочка, и, например, там один кусочек сделать просто, ну, таким нейтральным, как оно есть вот в таком виде. Второй кусочек, например, можно сделать с острым перцем, и, например, там третий кусочек с ароматом кориандра там, или аниса, или даже можно меда добавить. Ну, в общем, если мы хотим экспериментировать, то сейчас не добавляем, а добавляем уже, когда будет насадка готовая. Если мы уверены, что сейчас нужен именно острый перец, добавляем его прямо сейчас, чтобы он лучше растворился. По холодной воде острый перец работает всегда замечательно. Если идете на рыбалку по холодной воде, добавляйте его сразу смело. Так, ну, примерно, вот возьмем ложечку. Можно добавить чайную ложку спокойно. Вот так. И перемешиваем. Ну, известно, что острый перец входит в состав многих дипов, ликвидов, бойлов. И как раз по холодной воде эти все штуки работают идеально. Все, перемешали это все дело с перцем. И теперь потихонечку, постепенно добавляем сюда манку. Постепенно добавляем манку. Точно не скажу сколько, но мы это и так увидим. Нам нужно добавить манки столько, чтобы это все дело превратилось в тесто, и мы смогли взять его в руки. Вот вроде бы небольшое количество палочек взял, но я уже понимаю, что насадки получится достаточно много. И по-прежнему запах от палочек такой, что просто капец. Пока размешиваю, расскажу, для чего нужна мука. Я сказал, что мука это у нас не основной компонент, а вспомогательный. Мы мукой сможем отрегулировать плотность насадки. То есть если по каким-то причинам, ну опять же манка бывает разная, есть такая манка, которая плохо растворяется в воде, из нее даже вот есть такая манка, мне часто пишут под видео, где я показывал, как делать болтушка, пишут, уже мешаю эту болтушку 2 часа, а у меня ничего не получается. Просто есть разная манка, я не знаю, от чего это конкретно зависит, то есть от какого технологического процесса в производстве манки. Но есть такая манка, которая плохо растворяется в воде и все равно будет или рассыпаться, или что-то еще. Поэтому мы сможем мукой отрегулировать. Кстати, я знаю, что некоторые рыбаки готовят этот же рецепт, но у них наоборот. Они манку вообще не используют или используют ее минимально.
А вот это все делают с помощью муки. Но я почему-то в манку верю больше. Так, ну вот, я помешал, подобавлял манку, немного воспользовался мукой. И теперь уже можно его брать в руки. Вот оно не липнет. И хорошо замешиваем теперь руками. Можно будет даже, ну если на рыбалку уже будете готовить его, можете даже оставить там минут на 20, чтобы оно полежало и манка еще больше напитала влагу и растворилась. Ну а так, в принципе, вот насадка готова. Она, видите, такого получилась желтоватого цвета. Ну, понятно, этот цвет дали палочки и яйцо. Значит, что по аромату могу сказать? Ну, запах палочек здесь очень чувствуется. Также чувствуется запах чеснока. И есть аромат вот этого вот перца. Ну, сам по себе перец не сильно насыщен ароматом, но чувствуется, что там есть какая-то острота. Ну вот. Оно получилось не просто как вот обычное тесто из муки, а оно такое, как сказать, на камеру трудно передать, оно такое прям аж воздушное. Хоть оно, в принципе, объемное, но легенькое. Ну вот и все. Полностью готово. И вот для демонстрации есть у меня здесь крючок. Берем, делаем шарик. И одеваем. Поэтому, друзья, берите себе на заметку. Отличная насадка. Если еще ловите, еще сезон не закрыли, обязательно делайте, пробуйте на своих рыбалках и пишите в комментариях, как вам этот рецепт понравился на практике. Я уверен, что у большинства это сработает и будут все довольны. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите много интересного видео. Всем пока. До новых встреч.